Вот такой, короче, домик. Напоминает, наверное, сказки про Гензеля и Гретель. Всем здесь заправляет старушка. Наверняка она заманивает сюда своими красивыми фотографиями в букинге разных работяг. И потом, не знаю, что с ними делает. А вон коза. Вон она, тварь, из-за которой у нас все приключения ночные случились. Прощай, моя келья-кладовка. Сейчас я вам даже сниму, как сюда добираться. Здесь вот так поворачиваешь. Здесь такая крутейшая лестница. Она очень скользкая, узкая. И с вещами здесь абсолютно неудобно подниматься. Дальше, чтобы вы могли подумать, мы попадаем в туалет проходной. Здесь еще какая-то комната закрытая. И там комната закрытая. Здесь у нас кухня. С кухни мы попадаем на еще одну лестницу. Она без перил. Тоже не совсем удобная. Здесь еще несколько комнат, еще несколько ванных. Так, там еще что-то. Вот теперь мы наконец-то спускаемся на первый этаж. Вот так. Все. Все, я уже очень хочу покинуть эту богадельню. Вот эту, где я ночевала. Честно, она даже хуже, чем та квартира в Будапеште, которую я сняла. Ну, все. День выезда, так что прощай. Мне, конечно, вчера очень хотелось оставить им гневный отзыв, но я, наверное, не буду этого делать. Старые хрычи себе зарабатывают на пенсию, превратили свой дом в ночлежку для работяг, пускай. Окей. Все, мы выезжаем, едем дальше. А здесь прям настоящее полесье. Сосны кругом, такой лес. Правда, мусора много. Хотя это тоже одна из особенностей лесов в Украине. Такая песчаная полянка с машиной. Так, ну я подъезжаю уже к границе польско-белорусской. Сегодня я ничего не снимала практически. Устала как собака. И сейчас вот мы будем тут стоять, ждать нашей очереди. Не знаю, насколько это все растянется, но уже не так, по-моему, печально, как когда-то было однажды. Ну, посмотрим. Ну, пока к КПП польскому мы двигаемся более-менее бодро. 5 минут постояли. Не знаю, метров 50 проехали. Я считаю, что это даже очень неплохо. 20 часов 50 минут мы прибыли на границу. Один раз радостно сдвинулись через 5 минут. А теперь стоим. На границе, как всегда, одни белорусы, которые мотаются на выходные в отпуска или на шопинг в Польшу. Из-за них такие очереди. В принципе, здесь пункт КПП огромный, но из-за того, что они декларируют на своей белорусской стороне всякую хуйню, которую они купили, это все растягивается на очень долго. Ну и плюс, что это один КПП единственный, который работает. Ждем дальше. Прошло 20 минут. Мы сдвинулись еще метров на 80. КПП все ближе. Посмотрим, как это будет двигаться. Очередь дальше. Тут сниму сейчас потихонечку. Вот так выглядит КПП. Уже заехали в отстойник. Еще встретил товарища на украинских номерах.
это время у нас 20:55. Вот сколько мы простояли, практически час до отстойника. Но это еще ничего не значит, здесь все очень долго может происходить. А еще плюс надо пройти здесь таможню и ждать на белорусской границе тоже въезда. Это тоже все очень долго. Еще непонятно, в какой ряд вставать. Здесь меня штрафуют за то, что я снимаю. В общем, здесь есть одно окошко подтверждения вывоза товаров из ЕС. Вот там первое. Вот здесь без всяких tax-free. И вот это зеленое окошко, там написано ничего к обложению пошлины и для автобусов вон там с краю. Короче, я встала вот в эту зеленую. Надеюсь, правильно. Я вам вот так потихонечку сниму. Уже подъезжаем к КПП совсем, к проверочному окошку. У меня там на часах 22 часа, но это я просто время не переводила. В Украине 22 часа, а здесь сейчас 21 час. 20 там с хреном минут. Так, время 21:40. И у нас уже собрали паспорта. И сейчас какое-то время будет длиться проверка. Потом надо будет сделать фото. И вроде как с польской границей все. Так, ну мы благополучно покидаем польскую границу. Прощай. Точнее, нет. До скорых встреч, Польша. Не будем прощаться. Все-таки страна красивая, хоть и бесячая временами. Надеюсь, что еще повидаемся. А сейчас привет, Беларусь. Посмотрим, что нас там ждет, какой прием. Насколько долго я там задержусь. Еще надо страховку оформить и задекларировать собак. Сори за качество, здесь вообще очень темно, фонари не светят. В общем, я заплатила за страховку на 15 дней, 25 евро. Или сколько? 50 белорусских рублей. Или 90, я уже забыла. Нет, по-моему, 90. Короче, цены бешеные на эту страховку бесполезную. Надо ее где-то в другом месте было делать. Может быть, в Польше можно было сделать. Цены растут с каждым днем. Сейчас иду платить какую-то херню за дезинфекцию. 2 белорусских рубля. Здесь очередные поборы. Какой-то агрессивный инспектор попался. Спросил меня, по какому паспорту я выезжала. А я же по-новому сейчас еду. А выезжала по старому. Был очень недоволен, что я сказала, что поэтому. А оказалось, что не поэтому. А сейчас нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 челиков с украинскими номерами, 1 с польскими, это 7, и 8 с российскими номерами. Короче, стоим тут на отстойнике, видимо. Будем стоять до второго пришествия Господа Бога, пока они не проверяются наши документы. А еще весело, что у меня не забронирована гостиница, у меня нету уже интернета. Так что веселье продолжается. Вызывали меня на собеседование, спросили, кто я, что я делала в Украине, откуда, куда, кто мой муж, кто мои родители. Перелопатил мои фотки в телефоне. Минут 15, наверное, собеседование длилось. И отпустил. Теперь стоим на декларацию автомобиля и собак. Сейчас 1:47 по европейскому времени и 2:47 по белорусскому. Сейчас будут вещи проверять, заставили все вытащить.
Мое любимое — это достают все вещи из багажника и все рассматривают. Я с таким трудом все это запаковывала, и теперь все это нужно засовывать обратно. Время 2:27 по Европе, и мы едем на рентген машиной. Ну, там мигает эта хуйня, а я уже матом, ладно, пофигу. Мигающая вот эта фигня, короче, нам туда. Знак радиации здесь. Можете меня поздравить, друзья, я прошла. Заехала я на КПП на 8, насколько я помню. Уже не помню. Ну да, где-то 8. И сейчас 4 по белорусскому, получается 3 по европейскому. Короче, вот так. Все измучены в край. Отношение к людям здесь ужасное. Все разговаривают через губу с тобой. Никто не хочет ничего объяснять. Ну, конечно, я понимаю, их задалбывает эта работа. Ну, блин, тогда надо было выбирать другую работу. Но я считаю, что надо с людьми общаться нормально, а не вот так, как здесь это происходит. Направляйтесь на северо-восток. Затем поверните направо. Точнее, искать сначала гостиницу, а потом заселяться. Смотрите, тут еще какая-то дезинфекция. Я не пойму, что это такое. За которую я заплатила 2 рубля. Станция дезинфекции. И что здесь надо делать? Снижайте скорость. Ну окей, дальше что? Смотрите, ёб твою мать. Все? Господи. Жесть какая. Что за дезинфекция? Нахера она нужна вообще? Пипец. Все, теперь окна будут в этой херне. Вот тебе дезинфекция. Все, я уже на этой стороне, этой чудной страны. Иду платить за их чудные платные дороги. И если получится, то куплю сим-карту. Как вы думаете, что случилось под конец моего чудного приключения? Я застряла в лифте. Я думаю, что именно этого мне сейчас и не хватало. Ну, посмотрим. Я вообще не знаю, этот день когда-то закончится или нет. Это кошмар. Я просто хочу спать. Больше ничего не хочу. Я хочу спать. Я хочу, чтобы этот день закончился. Не хочу стоять в лифте. Могилев лифт. Вот такая... О, все, смотрите. Цвет погас. Но я все еще стою. Он не может открыть двери. Этот тупой сраный лифт совковый. Это стопудово совковый лифт. Это просто обшивка такая новая, модная. На полу-то линолеум. Потому что мы-то с вами знаем, как это говно работает. Опять свет погас. Люди уже выселяются из гостиницы, а мы только заселяемся. Сюда, Афина, сюда. Это гостиница «Интурист». Здесь у нас ремонт. Пахнет свежим ремонтом. Наш номер. Афина, иди сюда. Альтерик, Альтерик. Смотрите, торжественный момент заселения после жутко тяжелого дня. И мы попадаем с вами обратно в Советский Союз. Все как было. Смотрите-ка.
Все как было в интуристе при совке, все так же и осталось. Собаки, уставшие как собаки. И мой походный ужин. Овощи, которые проехали со мной через пол Европы из Румынии. И чешашули, которые я купила еще в Белоруссии. Ой, в Польше. Доедая остатки было роскошь. Это божественно. После такого жуткого дня есть остатки еды. Прям как в походе. Только номер поудобнее. Вот так выглядит наша гостиница «Интурист» при свете дня. Она на ремонте. Ну, понятное дело, что это Советский Союз в чистом виде, но, честно говоря, я ей готова поставить 5 баллов, потому что меня заселили там рано утром или поздно ночью, я уже не помню, какое это было время. И с собаками пускают, и лифт. Хоть я и застряла в нем, но уже вот. Здесь есть где гулять с собаками, вот на газончике. Короче, мне понравилось. И спала я здесь нормально. Уснула как убитая. Всем привет, друзья. Сегодня 10-й день моего путешествия. Как вы можете видеть по моему внешнему виду, оно меня уже порядком измотало. Сил уже нету. Остались последние 1000 километров до Москвы. Сегодня я покидаю Брест. Я должна была выехать вчера, но вчера у меня вообще не было никаких сил, потому что после стояния на этой границе я могла только лежать и спать. В общем, было принято решение оставаться здесь еще на одну ночь. Но я думаю, что это было правильно, потому что ехать по этой дороге 1000 километров, и самый большой минус в том, что на этой дороге очень мало гостиниц, и букинг не работает ни в Беларуси, ни в России. Но забронировать жилье в случае, если я очень устану и захочу спать, будет сложно. Поэтому так, я выспалась, позавтракала, и мы собираемся в дорогу. Прощаемся с нашим чудным номером в таком советском стиле. Здесь было достаточно уютно и комфортно спать. Еще уже собраны, собаки лежат. Они, в принципе, уже тоже готовы ехать. Ну, такой вот номерочек был у меня. Шкаф. Ну что ж, пока чудесный город Брест. И едем дальше. Ну, по Бресту я особо не гуляла, только вокруг гостиницы, в которой жила с собакой. Но вообще... Через 400 метров продолжайте движение прямо. Но вообще город довольно чистый и ухоженный. Тут такого обшарпанного ничего я не увидела. Поэтому, в принципе, впечатление приятное. Газончики везде. Дома такие достаточно ухоженные. Смотрите, они, понятно, что старые, но зато со свежим ремонтом. Обделанные какой-то. Ну, короче, облицованные новой облицовкой. Продолжайте движение прямо. Так, живи, люби, возвращайся. Ладно, все, уже выезжаем на трассу. Сейчас будем за городом. Будем стараться проехать сегодня как можно больше километров. Так, подъезжаем к белорусско-российской границе. Я уже сделала себе страховку на Россию, чего обычно я никогда не делала, но в этот раз я застраховала машину в каждой стране, которую я проезжала, кроме Украины. Там я была без страховки. Все, поездка по Беларуси заканчивается. В принципе, все прошло нормально. Единственное, только вот баба, которая делала мне страховку, она меня обманула. И курс сказала, что 90, ну, евро 90 к рублю, к российскому. А вот здесь поменяла уже по 105. Так что так баба, страховщица, заработала на мне немного. Ну, ладно, ничего страшного. Такое бывает. И здесь еще много-много вот таких вот киосков
изи вообще. Он только документы посмотрел, спросил, давно ли я гражданка России, и все. То есть тут вопросов никаких не возникло. Ну, в принципе, и в прошлые разы тоже все было нормально, даже несмотря на то, что машина на украинских номерах. Ну все, теперь на заправку, и мне предстоит проехать еще 470 километров до дома. И я планирую это сделать сегодня, потому что по трассе ночевать негде. Но так дорога довольно бодренько идет, все-таки здесь автобан, и можно ехать с хорошей скоростью. Я надеюсь, что ничего мне не помешает сегодня прибыть домой, потому что уже очень хочется в спокойствии и комфорте переночевать. Что в России приятно, так это цены на бензин. Я сейчас заправила 30 литров, и получилось у меня 1777 рублей. Это меньше 1000 гривен. Потому что на 1000 гривен я сейчас даже 20 литров не заправлю. Сколько там получится? Наверное, литров 16 или сколько. Потом прикреплю цену. Ну, в Беларуси, кстати, тоже есть свои плюсы. Там фиксированная стоимость на бензин. На всех заправках одна цена. По-моему, 2 рубля 44 копейки белорусских. И фиксированная стоимость доллара. Или евро, ну, валюты. Так что в любом банке будет приблизительно, точнее не приблизительно, а одна и та же цена, насколько я поняла. Это тоже удобно. Вот я сейчас еду, дорога очень хорошая. Ну, с белорусской стороны тоже хорошая дорога, и с российской тоже. Но я заметила одно большое отличие от европейских дорог. Там вот такие автобаны, они все оснащены переходами для животных. То есть здесь и слева, и справа лес. И вот только что передо мной перебежала лисичка. Ну, еще чуть-чуть, как бы, и она бы была сбита. А там есть через каждый, не знаю, ну, какой-то промежуток времени, через какое-то расстояние постоянно установлены эстакады для животных. Это так классно. Вот. Здесь этого не хватает. Я считаю, что нужно тоже внедрять. Поменьше будут сбивать всяких оленей, там, лисичек и прочие живности. Знаете, вот я еду, пошел дождь, как всегда, на дороге. И хочу заметить, что на белорусской территории этот дорог было гораздо удобнее, потому что там было более широкое расстояние между двумя сторонами движения. Там был отбойник от света, вот здесь его не видно, вот здесь просто ограждение. И полосы были более широкие, там было удобнее ехать и обгонять фуру. Здесь, получается, такое узкое пространство, еще льет дождь и еще слепит свет проезжающих навстречу фур. Это вообще, я не знаю, как Россия такое допустила, такие дороги. Может быть, потому что на белорусской стороне они платные, а здесь бесплатные, не знаю. В общем, этого не хватает, чтобы как-то более просторно было. И светоотражающие посередине поставить штуки. Едем пока еще. 200 с копейками километров осталось до дома. Так что еще много ехать. Чем ближе к Москве, тем хуже погода становится. У меня уже телефон, не знаю, там фокусируется на стекле, а не на дороге. Только что остановили менты. Попросили водительское удостоверение. Ну и отпустили очень быстро. Ну, погода, конечно, вообще кошмар. Это не то, что я хотела. На последние километры пути вообще не ловит. Ладно. Пока стою на светофоре, хочу еще немного поныть. Меня еще, знаете, что раздражает? Вот, что в Европе, что в Беларуси. Вот эти нашлепки, которые разделительная полоса или... Блин, ну вы совсем меня не видите, ну ладно.
В общем, разделительная полоса и все вот эти стрелочки, указывающие направление движения, они там все сделаны ребристые и в Европе, и в Беларуси тоже. А здесь, в России, они сделаны такими нашлепками гладкими, что, мне кажется, это очень плохо влияет на сцепление с дорогой, особенно когда дорога вот такая скользкая. Они еще любят на эти стрелок нахреначить, и все это пожирнее, и тоже вот мне как-то не очень нравится вот это вот. Вот эти вот пешеходные переходы, вот это вот все. Я бы их сделала тоже ребристыми, и тогда было бы гораздо удобнее. Во-первых, это и предупреждает о том, что ты выехал из полосы движения, потому что звук такой сразу сдается. Ну и вот такое нытье под конец дороги. Так что вот так, поездишь по миру и уже будет с чем сравнивать. Сразу видишь, где какие улучшения можно привнести. Выскочили на платный отрезок пути. Уже остались совсем считанные километры. Не могу вам сказать, сколько этих считанных километров, но, в общем, недолго мне осталось. Навигатор пишет, что до дома мне ехать час. Наконец-то закончился этот проклятый дождь, и можно ехать с нормальной скоростью. Так, ну что ж, я уже уехала на МКАД, всеми ненавистный. Вот он. До дома мне осталось 30 километров. Реально последние километры. Ну что ж, друзья, вот и подходит к концу мое долгое путешествие. Оно заняло у меня почти 11 дней, даже, по-моему, чуть больше. За это время я проехала 7 стран. Конечно, для каждой страны такое количество времени — это очень мало. И если путешествовать по Европе, конечно, хотелось бы в каждой стране побывать хотя бы по дня 3-4, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Но так как у меня стояла немного другая задача, а просмотр всех вот этих вот вещей по пути, это было как побочное явление, то, в принципе, это, я считаю, неплохой результат. Я многое увидела, кое-где мне понравилось, кое-где мне не понравилось. Сейчас я уже подъезжаю к дому. Наверное, финальное слово я уже скажу после того, как отдохну, потому что я ужасно устала опять за рулем.